Всем привет! Вы на канале Дубль 2, я Галина. Спасибо большое всем, что продолжаете подписываться на мой канал, смотрите. Сейчас я собираюсь ехать на рынок за фруктами. Хочу немножко сварить варенье. В основном буду делать сливовое в этом году и абрикосовое. Так что сейчас посмотрим, что по ценам. Я сейчас наберу водички, такие классные баночки, которые для воды. Кстати, это пищевой пластик, тут все в порядке, мы смотрели на них бумажечки, вот, и которые стоили всего лишь 180 динар в магазине Пепка. Я сегодня еду на рынок одна, у сына сегодня очень ответственный день. Да, еще мне нужно будет зайти за сахаром. Он обычно стоит где-то 100 динар килограмм, но иногда бывает подешевле. Вот вчера в одном магазине, по-моему, в Идее я была, я его видела там по 90. Вот, так что я могу зайти сегодня в Идею, посмотреть, если он там будет по 90, то я куплю несколько пачечек. Ну что, поехали на рынок вместе. Сербия летом, так же, как и в других городах, например, в Турции, в таких вот теплых, есть одна проблема. В общественном транспорте летом всегда очень холодно, прям вот как в холодильнике. То есть разница между тем, как на улице, когда ты распаренный, жарко тебе, весь такой вот красный от жары, и вдруг спускаешься, например, в метро, если в Турцию, например, брать, или здесь заходишь в автобус, то кондиционеры шарашут так, что ну просто невозможно. То есть такой резкий перепад. И мне из-за этого приходится все время таскать с собой что-то такое вот типа рубашки какой-то, чтобы можно было накинуть, потому что очень холодно и заболеть можно в легкую. То есть общественный транспорт, конечно, особо не беспокоится о том, заболеешь ты или нет, лишь бы было комфортно. То есть общественный транспорт для таких закаленных. Но мы такими не являемся, к сожалению, поэтому таскаем с собой какие-то рубашечки, кепочки, чтобы накинуть, чтобы на тебя не дуло там на голову, на плечи, вот, и так далее. Так что вот так приходится таскать. У нас сегодня, можно сказать, комфортно. 30 градусов самая жара будет днем, вернее сейчас уже, потому что сейчас 12 часов. Но я, как всегда, забыла взять что-нибудь на голову, шляпку или кепку, как всегда. Эх, чуть-чуть не успела я на автобус. Ну ладно, здесь не очень большие перерывы между автобусами, интервалы вернее. Но минут 10, наверное, придется подождать. Идет на посадку в наш аэропорт. Так, приехала в центр. Думала, на какой же мне рынок все-таки пойти. Один есть возле парка Святого Саввы. Он мне тоже нравится, но от нас удобнее не ехать, а идти до него где-то минут 20-25, может даже с полчаса. Да, это все бы ничего, потому что погода сегодня хорошая, но вот обратно с продуктами идти как-то мне не очень хочется. Вот, я решила все-таки съездить в центр на рынок. Красиво, все цветет. Не, погодка сегодня здоровская вообще. Нет жары, но 30-очка есть. Не могу рассмотреть, мне кажется, или это украшено кустики декоративного перца. Такое ощущение, что это перчик вот этот желтенький. Не знаю, видно вам будет или нет. Похоже, что это декоративный перчик. Вот сегодня 10 июля, наконец-то запускают уже вот этот вот фонтан. Мы просто полное лето первый раз здесь живем. Мы приехали в прошлом году в июле. Этот фонтан уже работал. Вот, и я не знала, когда его
начинают запускать. Но что-то там еще, видимо, проверяют, потому что его огородили. Вот, в общем, его не с самого начала запускают, лето, а где-то в середине получается. Надо полюбоваться, как всегда, красивым видом на горы, на реку. Хотя она сейчас не в самом своем красивом виде находится. Она очень сильно пересохла и цветет. Вот так вот выглядит сейчас река. Ужас. Все, я побежала на рынок, мне туда налево. Лево. Если кто не знает, по-сербски право это десно, прямо это право, а лево это лево. Мне налево. Очень мне нравится вот это здание университета старинное. Я его уже не раз показывала и рассказывала его историю в одном из своих видео. Очень здорово оно смотрится. Вот здесь вот возле одного из входов в крепость постоянно обновляют разные растения, сажают вот здесь на клумбах. Сейчас это бархатцы. Очень красиво. Вот здесь супер местечко, спасительный тенечек для юга Сербии. Очень люблю такие места, где много больших деревьев, где можно скрыться от жары. Ну вот рынок. Ну, на рынке я ничего снимать не буду, особо там смотреть нечего. Цены я потом назову. Очень старый рынок. У нас в Керчи намного цивильнее даже был рыночек. Так, я вышла из рынка, села тут в тенечек. Замечательно. Немножко отдышаться и на автобус пойду. Так, что я купила? Я купила сливы. В общем-то, я за ними и шла. Вот эти сливы, они сорт одинаковый и у этих, и у этих. Но вот эти такие более пожестче, они на варенье. Они были по 80 динар. Вот эти, такой же сорт, как я уже сказала, но более такие мягенькие. То есть это на поесть. Они по 100 динар. Взяла инжир. Здесь, в общем, кило 200 инжира. Вот так он выглядит. Мелкий. Конечно, я хотела крупный, но что-то он пока еще масло, видимо, не пошел, еще рано. Такой мелкий. В общем, я не знаю, я взяла у бабушки какой-то, которая уже на выходе из рынка продавала. И я ее спросила, почем. Она сказала, что 150 за килограмм. Взвесила мне. Получилось кило 200. Потом что-то она не могла найти долго сдачу. Куда-то ходила, все меняла. Вот. И в результате она мне дала 810 с 1810 динар сдачу. То есть посчитала 190 с меня динар взяла. Ну, получается, это где-то 160 за килограмм. В общем, ну ладно. Не знаю, правильно, неправильно. Ну, короче, что-то немножко, я, кажется, переплатила. Ну, ладно, пусть бабушке будет на здоровье. Вот. И помидорки вот такие розовые, крупненькие, хорошие. Уже прям по 100 динар они. Совсем недорого. Хотя они будут еще дешевле. Мы в прошлом году брали по 80, по 70 помидоры. Вот. В общем, к сожалению, больше я донести не могу. Хотела взять еще. Там были персики по 100 динар, абрикосы можно по 100, по 120 взять. Вот, что еще? Была голубика. Голубика стоит сейчас 800-700 за килограмм, я видела. И куплена это ежевика. Ежевика была по 600 динар, я видела, за килограмм. И 800 динар за килограмм. В общем, в следующий раз ходим с сыном. Много донести не могу. Хотелось бы еще молодой картошечки взять, но не все сразу. У нас начинается сезон варенья и джемов. Вот, в
Фрукты сейчас уже стоят совсем недорого. Я начала сегодня варить вареничко. Так, в общем, довезла все домой. Получается, что малости не помялись, конечно. Ну, ничего страшного. Я решила сделать побольше варенья. Сделаю инжир варенье. Я его очень люблю. Оно очень вкусное получается. Конечно, такое слишком сладкое, но чуть-чуть можно. Так как оно большинство здесь перемялось, инжира, то я его пущу на варенье. Слива вот эта, которая была жестковатая по 80 динар, с ней ничего не случилось. Она пойдет на варенье отлично. Вот, я люблю, когда в варенье сливовом такие целиковые дольки сохраняются. То есть не разваливается в кашу оно, а целиковые дольки. Поэтому здесь будет отлично. Это слива мягкая, на покушать, которая была по 100 динар. Вот. Но тоже нет такой вот прям идеальной сливы. Здесь попадаются и слишком мягкие, а здесь слишком жесткие. То есть нет такой прям идеальной. Вот. И абрикосы у меня немножко еще оставалось с прошлого раза, я купила. Тоже сделала маленькую баночку варенья. В общем, всего по чуть-чуть пока сварю, а потом еще съездим с сыном вместе и купим побольше. Еще сварю варенье. Инжир я помыла. Убрала у него все вот такие вот здесь жесткие хвостики. Вот. Сейчас просто засыплю сахаром и дам немножко постоять ему. Он сок пустит, и потом буду приваривать до вареничного состояния. В общем, чтобы оно стало вареньем. Должно быть вкусно. Выглядит аппетитно. Еще пенку надо будет собрать. У меня получились пока 2 баночки варенья. Одну инжир. Вот такая она не очень полная. Прям у меня получилась. Но у меня было инжира всего лишь килограмм. И одну абрикосовое. Вот, тоже абрикос, у меня там даже килограмма не было. В общем, завтра еще раз на рынок и сварю еще побольше. Но, в принципе, у меня нет цели делать много варенья, потому что, как показывает жизнь, мы не особо прям его много едим. Едим, но немножко. Все в меру, в общем. А это пенка с абрикосового варенья. В общем, варенье наварила. Всего лишь 2 баночки наварила. Вот, слива у меня лежит еще, ждет 11 часов вечера дешевого тарифа по электричеству. Так как ее там много, больше 2 килограмм, то варить, соответственно, я буду не за один раз. Вот, поэтому, чтобы сейчас сильно не тратиться, я это сделаю в 11 часов. Пока хочу рассказать о том, как, в общем, поделиться своими впечатлениями, как сын ищет работу здесь, в Сербии, в частности, в городе Ниш. Потому что мы живем здесь, и, я так понимаю, ситуация с Белградом получше, но не знаю, насколько получше. Сын ищет пока в городе Ниш, потому что если даже переезжать куда-то, то это не будет так быстро, поэтому продолжает работу искать здесь. В общем, ситуация, я бы сказала, плачевная. Вот. Но что я хочу сказать? По его специальности, к сожалению, практически во всей Сербии практически нет работы. Опять же говорю, возможно, есть в Белграде, но там даже тоже нет каких-то разработок, производств медицинской техники. Там есть ее продажа. То есть это все равно не по его специальности прям напрямую. Вот. Если все-таки нам очень хочется, чтобы, получив хорошее образование, он его дальше развивал, набирался опыта, а не занимался чем-то либо вообще не по специальности, либо ну, близко, скажем так. Вот. Если все-таки по специальности, то Сербия, я так понимаю, это не тот вариант. То есть, если не брать продажу, а разработки, и брать город Ниш, в котором мы живем, то шансы, не хочется говорить нулевые, но очень маленькие. Почему? Здесь есть несколько компаний, которые занимаются разработками, но они настолько мелкие, как я уже рассказывала, в Сербии вообще развит очень сильный частный бизнес.
То есть здесь нет практически таких предприятий, есть, но их вообще очень мало. Соответственно, рабочих мест не так много. Ам, В основном частный бизнес. То есть эти же разработки медтехники, какой-то небольшой, там не такие прям какие-то у них объемы, ну что-то они разрабатывают. Они были открыты частными лицами, их в нише порядка 5, что-то около 5 компаний. Вот, есть даже родственность, то есть в одной компании отец, в другой компании сын занимается этим. Вот, и в их компании, к примеру, в одной работает порядка 6 человек, в другой что-то близко к этому, и годами эта ситуация не меняется. То есть они не набирают кого-то новых, вот, особо сильного продвижения там тоже нет. То есть есть определенный вот кусочек, которым они занимаются, сегмент такой, да, которым они занимаются годами, и особо движения, движухи, продвижения, увеличения, чтобы требовало увеличения штатов, там нет. Поэтому туда, несмотря на то, что такие компании есть, они очень местечковые, и в них устроиться тоже практически нет вариантов, потому что не требуется. Вот, есть, конечно же, медицина в нише, в которой есть медицинская техника, которую нужно обслуживать, которую нужно ремонтировать. И вот сейчас немножко получше летом стало, весной как-то вообще не было вариантов никаких, но сейчас летом стали варианты появляться. Никита был уже на 3 собеседованиях, но сейчас расскажу. А, Пока он так и не устроился, то есть в одной компании, эта компания, она занимается ремонтом тоже техники, которая делает анализ крови. То есть вот когда вы приходите сдавать кровь, там ее потом отвозят в лабораторию. Вот в этой лаборатории есть определенная техника, которая делает эти анализы. И иногда она, конечно же, ломается. И вот такую технику нужно чинить. То есть эта компания занимается именно ремонтом вот такой техники. И все бы хорошо, конечно, вроде бы все понравилось, он съездил на собеседование, поговорил, пообщался хорошо, там вроде бы тоже людей все устроило, но есть одна загвоздка. Здесь специалист должен ездить по всей Сербии на машине, приезжать в разные города, то есть где вызов есть, где сломалось, это оборудование, туда он и едет. У Никиты есть права, он их получил в России, но так как я машину продала свою, когда выплачивала ипотеку за свою квартиру, вот, и больше мы не смогли машину купить, то есть набираться практики ему не на чем было. То есть он права получил, но ездить не ездил. И сейчас просто сесть за руль и поехать по Сербии, по незнакомым дорогам, по незнакомым городам, в другие города, конечно же, это нереально. Я сказала, что Никит, ты просто не сможешь, но это опасно очень. Без опыта просто взять и как бы сесть на машину и поехать сразу по разным городам. Но я считаю, что это неправильно, так нельзя делать в отсутствии опыта. То есть ему нужно приобрести машину, понемножку на ней ездить, набираться опыта здесь вот по городу, по самому, да, и там через, скажем, полгодика он уже сможет ездить. Ну, как училась я, например. Дальше, второй вариант. Второй вариант, который он проходил собеседование, это была вот такая вот как раз совсем небольшая компания местечковая. Вот он разговаривал, там даже нет отдела кадров, конечно же, там работает порядка 6-7 человек. Годами штат не меняется, но сейчас собственник и директор этой компании, он решил взять себе, требуется помощник ему, скажем так, который имеет образование такое, который знает много чего, то есть имеет знания, но при этом планируется вся рутинная работа. В основном это какие-то таблицы, то есть я так поняла, там заполнение каких-то таблиц, в общем, это рутина. Все это как бы будет скидываться на него. То есть человек берет не специалиста, который будет хоть как-то развиваться, а человека, который будет, ну, по факту на побегушках, вот, которому он будет скидывать всю работу, которую не захочется, рутинную, которую не захочется делать ему. Но все бы ладно еще. Вы не думайте, что я прям такая с такими амбициями, там хочу, чтобы прям сын вот устроился специалистом и там сразу начал грести там деньги лопатой. Нет, конечно же, не так, но и варианты, которые я считаю, ну, не стоит вообще в это залазить, тоже мы отметаем, потому что, а как по-другому? Вот, ладно бы там еще делать работу, хорошо, рутинную, но за это он еще и не готов платить нормальные деньги. То есть он предложил 70 000 динар.
70 тысяч динар– это на рубли 55 тысяч. Ну, это вообще несерьезно. Третье собеседование сын прошел сегодня в третьей компании. Да вроде бы тоже нормально пообщались. Опять же, немножко не его специальность. Такая техническая, техник. Посмотрим. В общем, как будто бы и им нужен человек немножко более такой какой-то рабочей, что ли, специальности, технической. То есть никак не с разработками заниматься. И вроде бы как и Никите это не совсем нужно, потому что он бы хотел разработками, а здесь чисто такая. Поэтому, ну, вроде бы собеседование, они пособеседовались сегодня, но позвонит ли человек или нет, позовет ли или нет, непонятно. И с одной стороны, Никите это не особо подходит. И мне кажется, все-таки работодателю тоже нужен кто-то другой. Вот, поэтому, скорее всего, что, ну, пока не буду ничего говорить, но 50 на 50. Вот, в общем-то, все. Вот эти 3 варианта. Но я хочу сказать, что сын ищет работу не весь год, как мы сюда приехали, конечно же, а ищет работу где-то 2, может быть, максимум 3 месяца. Потому что пока мы приехали в июле прошлого года, мы занимались оформлением всех документов, легализацией, ВНЖ, обставляли квартиру, потому что она была еще непригодна для жилья. Здесь нужно было сделать отопление, купить мебель, поставить кухню. В общем, много всего надо было сделать. У нас это примерно заняло где-то месяц, пока мы все это сделали. Вот, опять же, ВНЖ тоже мы занимались. А потом сын сказал, что будет изучать язык. Язык, он ходил на курсы, мы вместе ходили на курсы полгода. Он правильно абсолютно поступил. То есть он сказал, что ну, каким образом можно искать работу, как можно себя вообще преподнести, прийти, да, объяснить, если ты не знаешь языка. Это нереально. То есть здесь и так мало компаний, которые по его специальности. Очень мало, я вот сейчас объяснила. То есть они местечковые, там мало людей и практически никуда не набирают. Вот. И при этом еще, если ты пришел и ты не знаешь языка, то есть понятно будет, что с тобой невозможно общаться, как работать, то как бы уже сразу откажут, даже по этой причине. Поэтому хотя бы, чтобы не потерять вот эти несколько мест здесь в нише, сын сказал, я сначала изучу язык, мне нужно вот эти полгода, а потом я уже буду искать работу. Проблема вообще не в языке, то есть в принципе он более-менее нормально общается. Проблема в другом. Проблема в том, что то, что он ищет, его здесь нет. Был такой китайский мудрец Конфуций, так вот он говорил, очень трудно искать в темной комнате черную кошку, особенно если там ее нет. Вот, поэтому мы сейчас думаем на эту тему, думаем, что делать дальше, потому что, конечно же, можно найти какую-то подработку, но он и так подрабатывает, он также занимается репетиторством. Мне бы хотелось, чтобы он развивался дальше как специалист, получивший такое образование. Поэтому мы думаем на эту тему и думаем интенсивно. В общем, надо что-то менять. Пока не буду ничего говорить, потому что мы еще сами не решили, что менять. Вот. Ну а теперь позитивчик. Мой сын начал вести свой YouTube-канал. Я оставлю в описании ссылочку на его YouTube-канал. Конечно же, его темы будут не такие, как у меня, не о жизни в Сербии, а по его специальности, близкие к этому. Но это не будет скучно, это будет очень интересно, это будет и исторические факты, и современные. В общем, много всего интересного вы сможете на этом канале увидеть. Пока готов только один ролик, но вы можете перейти по ссылке на его канал, подписаться на него и ждать, когда появится следующий. Канал называется «Безумная инженерия». Вот, и сейчас вы можете увидеть небольшой кусочек, то есть такой сокращенный, как это будет выглядеть. На его канале будет полная версия этого рассказа, этой истории. Когда вы сегодня заходите в современный процедурный кабинет, и медсестра дежурным голосом спрашивает вас, как переносите взятие, в обморок раньше не падали? Это не просто вежливость. Это многовековой шлейф одной из самых жутких и вместе с тем популярных медицинских процедур прошлых времен. С давних времен, вплоть до конца XIX века, люди были
абсолютно помешаны на лечебном кровопускании. С точки зрения физиологии, резкая потеря крови вызывает чувство эйфории. Древние медики принимали этот кратковременный кайф за признак выздоровления. Цирюльник брал в руки либо ланцет, это такой прародитель скальпеля, которым делали аккуратный надрез, либо флем, более грубый инструмент, по которому нужно было резко бить сверху. Знаменитый символ барбершопов, Barber's Pole с английского, столб цирюльника, это на самом деле упрощенная версия деревянного столба или стержня высотой от полуметра до 2 метров, который пациент должен был крепко сжимать в руке, чтобы вены набухли и цирюльник мог быстро найти их на руке пациента. Считается, что именно кровопускание добило первого президента США Джорджа Вашингтона. Пытаясь вылечить его от тяжелой простуды, врачи менее чем за полдня слили около 2,5 литров крови. Это почти половина всего объема в организме. Вообще, среди всех сфер медицины на первом месте по кровопотерям стоит гинекология. Только в XIX веке британский акушер Джеймс Бландл смог вернуть переливание в практику, чтобы спасать рожениц. Чтобы процедура взятия крови не осталась средневековой пыткой, инженерам пришлось пойти на ряд ухищрений. Примечательно, что при взятии крови даже медсестра не сразу видит, попала ли точно в просвет вены, ведь игла непрозрачная. Всем известно, что существует 4 группы крови с 2 видами резус-фактора. На самом деле это лишь верхушка айсберга. Науке известно около 30 систем деления и сотни разновидностей групп крови. Существует даже сверхредкая золотая кровь с нулевым резус-фактором, обладателей которой на всей планете чуть больше 60 человек. Кровь настолько пластична, что ее профиль можно переписать полностью. При трансплантации костного мозга собственная кроветворная система пациента уничтожается. Если человеку со второй группой крови пересадить здоровые стволовые клетки донора с четвертой, то со временем он станет полным кровяным клоном своего спасителя. Его группа крови станет четвертой навсегда. Вся эта многовековая эволюция неизбежно ведет нас к тому, что классическая стальная игла в вене скоро станет таким же музейным архаизмом, как пиявки, банки или ланцеты для кровопускания. По сути, мы сейчас наблюдаем закат эпохи ручного проникновения в кровеносную систему. Уже сегодня в современных клиниках врачи все реже вводят критически важные растворы вручную. Цена человеческой ошибки слишком высока, когда одно неловкое движение может пустить лекарство слишком быстро. Другой вариант, который сегодня активно тестируют, использование лазера для испарения микроскопического участка кожи, в том месте, где раньше требовался прокол. Для анализа не нужно выкачивать много крови из человека, а достаточно всего одной капли крови. Инженеры и медики проделали большой путь от варварского опасного пускания крови в тазы до деликатного, безопасного и полного анализа по всего лишь одной капле крови. Итак, мы близимся к точке отсчета. Время 22:59. И вот уже скоро можно будет включать все. 3, 2, 1. Ура! Можем включать плиту. Какое счастье!